BTS – символ чистоты, вдохновения и глобального успеха. 7 юношей, покоривших миллиарды сердец. Но что, если за этой сияющей картинкой скрываются другие стороны, суровая правда об индустрии, манипуляции и жестокий мир, где даже такие суперзвезды лишь часть огромной машины? Что происходит за кулисами хайп-компании, управляющей BTS? Почему некоторые бывшие сотрудники называют ее злом, а фанаты устраивают протесты против собственного кумира? Перед тобой не просто разоблачение. Это путешествие в ту самую тень, которую обычно скрывают от глаз. Добро пожаловать на темную сторону кей-попа. То, что мы видим на сцене: яркие костюмы, синхронные танцы, сияющие улыбки. Но путь к этим блестящим моментам часто начинается в темноте с изнурительных тренировок, давления и страха быть выброшенным за борт. Система стажировки в корейской музыкальной индустрии давно известна своей жесткостью. Мальчики, которым еще не исполнилось и 15 лет, подписывают контракты, согласно которым они обязаны подчиняться строгому распорядку, диетам, и даже молчанию их мнения не спрашивают, их личность не формируется, а подгоняется под идеал. Условия проживания нередко примитивны: небольшая квартира на всех, тренировки по 14 часов в день и полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Участники BTS не раз намекали, что прошли через это. В одном из интервью Намджун, известный как RM, признался: «Мы были как бойцы без имени. Пока нас тренировали, мы не знали, выйдем ли когда-либо на сцену». Эти слова – прямая отсылка к боли, которую старательно прячут за кулисами. И хотя сегодня BTS – легенды, их юность прошла в условиях, которые трудно назвать человечными. Много лет спустя, даже когда они стали иконами, давление не исчезло. Они все еще живут по строгому графику, находятся под контролем менеджмента и постоянно ощущают груз ожиданий миллионов. Что это: цена славы или система, которую давно пора изменить? Когда-то Hype, ранее известная как Big Hit, была небольшой компанией без крупных имен и мощного влияния. Но все изменилось после дебюта BTS. Успех группы превратил Hype в гигантскую империю, диктующую правила всей индустрии. Теперь она не просто агентство. Это корпорация, контролирующая судьбы десятков групп, стажеров и сотрудников. Компания начала активно поглощать других игроков рынка. Source Music, Pledis, Adore, Cozy Entertainment – все эти агентства стали частью одного огромного механизма. На поверхности это выглядело как развитие. Но за кулисами все больше появлялось голосов, утверждающих: хайп душит конкуренцию, а не вдохновляет ее. Внутри компании царит строгая иерархия. Сотрудники часто жалуются на выгорание, невозможность отдохнуть, жесткое руководство и постоянный стресс. Некоторые анонимно сравнивают атмосферу в офисах с безмольным давлением, где даже улыбка – часть маски. Вместо свободы – контроль. Вместо вдохновения – KPI, отчеты и цифры. Фанаты думают, что артист свободен. Но за ним стоит десяток менеджеров, маркетологов и сценаристов. Все слова, действия, даже стиль просчитаны заранее. Хайп стал символом того, как талант превращается в продукт. Да, они гениальны в продвижении. Но вопрос один: где кончается искусство и начинается холодный расчет? Когда говорят о BTS, почти всегда вспоминают человека по имени Бан Си Хёк. Он создатель группы, продюсер, стратег и основатель компании Hype. Его называют музыкальным гением, человеком, который поверил в семерых парней, когда в них никто не верил. Но сегодня имя Бан Си Хёка звучит не только в контексте успеха, а и в связи с громким расследованием. Весной 2025 года над ним нависла серьезная угроза. Финансовые органы Южной Кореи передали дело Бан Си Хёка в прокуратуру. Его подозревают в инсайдерской торговле акциями и манипуляциях перед выходом Hype на фондовую биржу. Другими словами, его обвиняют в том, что он использовал внутреннюю информацию, чтобы заработать миллионы, в то время как обычные акционеры не знали, что происходит. Бывшие сотрудники утверждают, что Бан Си Хёк построил империю не только на таланте, но и на холодном расчете.
Он распределял акции между избранными, контролировал ключевые решения и устранял неудобных. По словам одной из уволенных сотрудниц, все в Hype подчиняется одной цели – удержать власть, даже если придется подавлять несогласных. При этом сам Бан Си-хёк редко появляется на публике. Он почти не дает интервью, держится в тени, как будто сам стал частью той самой темной стороны. Он дал миру BTS, это правда. Но вместе с этим дал и систему, в которой даже успех пахнет контролем. Ее зовут Че Ин. В прошлом директор по коммуникациям в Hype. Одна из тех, кто знал внутреннюю кухню компании не по слухам, а из первых рук. Сегодня уволенная сотрудница, чьи откровения потрясли фанатов BTS и музыкальную индустрию Кореи. После увольнения она опубликовала жесткий пост, в котором назвала Hype по-настоящему злой организацией. Она заявила, что страдала от выгорания, недосыпа и постоянной необходимости быть на связи 24 часа в сутки. По ее словам, за время работы она похудела на 10 килограммов, начала терять волосы и испытывала приступы тревоги. Но худшее – это не стресс, а то, как компанию, по ее словам, захватили алкаши и старые друзья босса. Она рассказала, что после увольнения ей отказали в справедливой компенсации, а вместо этого наградили других, кто был лоялен руководству. Миллиарды вон ушли на премии и акции своим, в то время как те, кто действительно работал на результат, были выжаты и выброшены. Больше всего людей поразило то, что она упомянула BTS. По ее словам, участники группы получили куда меньше, чем думали фанаты. Каждому из них досталось примерно по $6,5 миллионам. А Бан Си-хёк, по информации Че Ин, заработал около 300 миллионов. Она не обвиняла самих BTS. Но ее слова открыли занавес. Даже звезды, которых любят миллионы, не всегда главные фигуры. За кулисами стоит система, где правят деньги и верность, а не справедливость и талант. Ким Намджун, более известный как RM, не просто лидер BTS. Он лицо группы, ее голос разума и рассудка. Но в апреле 2025 года он стал и тем, кто осмелился приоткрыть завесу над тьмой, в которой варится индустрия кей-попа. Во время откровенного интервью RM признался, что его агентству, то есть Hype, категорически не нравится, когда он говорит о темной стороне кей-попа. По его словам, система, в которой он вырос как артист, не была доброй или справедливой. Это была структура, построенная на давлении, страданиях и бесконечном контроле. Он рассказал, как трудно быть стажером. Как ты ежедневно живешь в страхе, что тебя выкинут. Как твоя самооценка и личность разрушаются, потому что ты всего лишь заготовка, которую лепят под нужный стандарт. Но он добавил и другое. Да, эта система жестока. Но именно она сделала кей-поп тем, чем он стал. Плотный тренинг, дисциплина, контроль – это неотъемлемая часть того, что сегодня называют корейским качеством. Это заявление прозвучало как вызов. Не просто для Hype, а для всей индустрии. RM не кричал, не обвинял. Но его спокойные слова были словно нож. Это не сказка. Это суровая реальность. И мы выросли в ней. Такого признания никто не ожидал. И именно поэтому оно стало таким громким. В 2020 году Мин Юнги, известный как Шуга, выпустил микстейп под псевдонимом August D. Поклонники с нетерпением ждали релиза. И действительно, он взорвал чарты. Но вскоре радость сменилась тревогой. Появились сообщения. В одной из песен используется голос печально известного американского проповедника Джима Джонса человека, связанного с массовым самоубийством более 900 человек в 70-х годах. Фанаты, особенно из Запада, были в шоке. Они посчитали, что использование его слов даже в виде сэмпла – это не просто ошибка, а жестокое неуважение к жертвам трагедии. В соцсетях началась буря. Некоторые требовали извинений, другие – объяснений. Кто-то даже упрекал Шугу в безразличии и неэтичности. Реакция Hype не заставила себя ждать.
Компания быстро извинилась и выпустила официальное заявление. Сэмпл был выбран продюсерами, Шуга якобы не знал, чей это голос. Песню оперативно отредактировали и в новых версиях отрывок удалили. Но осадок остался. Многие задумались, а действительно ли артист контролирует свою музыку? Или все решается за него? И правда ли, что Шуга не знал, чей голос использовал? Сам Шуга молчал. Он не дал личных комментариев. Может быть, ему было больно. А может, не позволили. Этот случай показал, насколько опасна любая ошибка в индустрии, где имидж выверен до миллиметра. Один фрагмент, и ты на грани потери доверия миллионов. Летним утром 25-го года здание Hype оказалось в центре скандала. Перед входом остановился яркий грузовик с экранами, на которых шли дерзкие послания. «Освободите Чингука. Позвольте ему быть сольным артистом. Он достоин большего». Это была не шутка. Это был настоящий протест. Но не против антифанов, а так называемых соло-сцена-фанатов, которые любят только Чингука и выступают против его участия в BTS. Они обвинили компанию в том, что Чингук теряет личность в рамках группы, что его талант якобы сдерживают ради общего баланса. Требовали сольных проектов, персональной команды и полной независимости. Эта акция вызвала шквал критики. Многие фанаты, верные всей группе, сочли ее предательством. В соцсетях началась война. Вы не фанаты, вы разрушаете то, что они строили вместе. Если вы любите Чингука, почему вы травите его братьев? Сам Чингук ничего не ответил. Как и вся группа, они хранили молчание. Но было видно, ситуация вышла из-под контроля. То, что начиналось как поддержка, превратилось в давление, от которого невозможно сбежать. Этот эпизод показал, иногда тюрьма – это не компания, а любовь, которая превращается в одержимость. Где каждый шаг артиста – это повод для ультиматума. Когда ты смотришь клипы BTS, все кажется волшебным. Идеальные лица, идеальные движения. Каждый кадр – произведение искусства. Но за этим стоит не магия, а жестокая система подчинения. Кей-поп – это не просто музыка. Это индустрия, где все выверено до миллиметра. Как ты выглядишь, как говоришь, как дышишь – все прописано. Стажеры с юных лет живут по расписанию, которое не оставляет времени на семью, друзей или личную жизнь. Ты не можешь набрать вес. Не можешь влюбиться. Не можешь быть самим собой. Любая ошибка – скандал. Любое отклонение – повод для травли. Ты не человек. Ты продукт, который должен соответствовать ожиданиям. Даже артисты, которые уже стали легендами, как BTS, все еще под этим прессом. Они не могут свободно высказываться. Их контракты ограничивают их в личных решениях. Даже их волосы – это часть стратегии. Многие бывшие стажеры признаются, они теряли себя. Они забывали, кто они есть. Потому что, чтобы стать айдолом, нужно перестать быть собой. Это система, в которой результат важнее пути. Где успех измеряется не счастьем, а количеством просмотров. И даже если ты стал звездой, ты все равно в клетке. Просто золотой. Когда-то Hype был аутсайдером. Маленькая компания без ресурсов и без звезд. Но после взлета BTS все изменилось. Теперь Hype – это не просто агентство. Это акула, которая поглощает других, не оставляя шансов на выживание. Компания начала активно скупать конкурентов. Source Music, Pledis, Adore, Cozy Entertainment – все эти агентства стали частью ее империи. Их артисты теперь играют по новым правилам. Правилам Hype. Но на этом они не остановились. В
В 23 году Hype попытался захватить SM Entertainment, одну из старейших и самых уважаемых компаний в Корее. Была настоящая корпоративная война. Акции, слияние, манипуляции. Цель – контроль над всей индустрией. Фанаты были в шоке. Многие начали бояться, что скоро не останется никакого разнообразия. Все группы станут одинаковыми. Все песни по шаблону. Потому что все будет решать один центр Hype. Критики называют их монополией в маске креативности. Пока они говорят о свободе артистов, за сценой происходит планомерное выстраивание вертикали власти. Да, Hype талантливы в продвижении. Но с каждым новым поглощением все больше людей задаются вопросом: это бизнес или уничтожение искусства? 7 мальчиков, 7 звезд, 7 легенд. Они начинали как никто, а стали всем. BTS – символ новой Кореи, вдохновение миллионов, гордость поколения. Но при всей этой любви остается вопрос: свободны ли они? Да, у них миллионы поклонников. Да, у них контракты, рекорды и награды. Но если присмотреться, за этой блестящей оберткой клетка. Золотая, тихая, почти незаметная. Их контракты регулируют каждое слово. Они не могут встречаться с кем хотят. Не могут говорить, что думают. Их личные страницы в соцсетях не принадлежат им. Они живут в расписании, составленном другими. Каждый шаг под контролем. Каждое интервью отрепетировано. Каждая улыбка – результат долгих репетиций и внутренней дисциплины. Даже армия, даже перерывы – все это часть плана. Собственного «я» почти не осталось. Они не принадлежат себе. Они принадлежат Hype, индустрии, миллионам фанатов. Но при этом они искренни. Их слезы на сцене настоящие. Их благодарность из глубины сердца. Они не виноваты в том, что стали частью машины. Они жертвы и герои одновременно. Так кто они? Короли индустрии? Или пленники, заключенные в роскошную тюрьму? Ответ знает только время. Но пока оно идет, BTS продолжают улыбаться. Даже если внутри давно хочется просто дышать.